Вітаю вас у своєму саду. Я Світлана, і мій сад знаходиться зовсім недалеко від Києва. Я тут вспомнила, что обещала вам рассказать, в чем же разница между кипарисовиками Ивонне и Алюми Голд. Сегодня я это как раз и покажу и расскажу вам. А еще мы увидим, на какой же кипарисовик больше похож Ивонне, в чем отличие, разница. Ну, в общем, полезное будет видео. В такую пасмурную, хмурую погоду мы с вами будем изучать кипарисовики. Полезное дело, какой куда посадить, это очень важно по габистусу кроны определить. Ну, идемте. Свободное от сада дел сейчас, я, так же, как и многие из вас, гуляю по интернету. И вот нашла один канал, где хозяйка сада рассказывает про свои хвойные растения. Неплохой канал, но когда она рассказывала про кипарисовики, ей был в комментариях задан вопрос. А мне интересно чужое мнение послушать, посмотреть, сравнить, научиться, может быть, чему-то. Так вот, она ответила. Вопрос звучал так: чем же отличается Ивонне от кипарисовика Алюми Голд? И она ответила, что в принципе ничем, кроме оттенком хвои. С чем я совершенно не согласилась и решила вот этим видео показать вам, чтобы вы знали, разница существует и довольно существенная, большая. А то можно посадить неправильно и будут проблемы. Кипарисовик Ивонне у меня посажен малюсенькими такими веточками. Я вам показывала, как это выглядело в фотографии 10 кипарисовиков в аллею возле входа. Вот так красиво с лилиями. Кстати, на заметку возьмите белые высокие лилии. Ну, не обязательно белые, но белые на контрасте красивее играют с ярко-салатовой хвоей. Так вот, эти кипарисовики очень быстро растут. Самая быстрорастущая из всех кипарисовиков. Высоту они достигнут более 7 метров, так что учитывайте. И вот такая у него интересная структура самого дерева. Ветви растут от центрального ствола, вот этого толстенького, от самого низа, такими как большими веерами. То есть они в одной плоскости плоские, а если поперек посмотреть, как веера. Я его не формирую, но в этом году, это уже 4,5 года, он у меня стал разваливаться. Когда снег сметала, я вам показывала. Я тут их связала немножко, крайний вот этот развязанный, а те связанные. И надо все-таки края веток поукорачивать, чтобы не выпадали на дорожку, когда снегом засыпется. Вот такие плоские веера. А поперек посмотрим, там снимала я немножко, они такие узенькие. Вот так выглядит веточка. Запомните, кстати, этот фрагмент. Я вам сравню ее с Алюми Голдом. Такими веточками его черенкуют и размножают. Хвоя у него интересная, такая чешуйчатая. По ширине кипарисовик будет где-то 2-2,5 метра, если ему достаточно солнца, достаточно полива, и он нарастает 30-40, а то и 50 сантиметров в год. Вот я вам показала в сравнении с кипарисовиком Пельц Блю. Для сравнения. Видите, у них очень похожа структура самого дерева хвойного. Пельц Блю и Ивонне очень похожи внешне по габитусу куста. Единственное их отличие — Пельц Блю растет ровно в 2 раза меньше. Нельзя даже и сказать, что они одногодки. А это так. Эти 2 кипарисовика. Но, правда, Пельц Блю один раз я пересадила.
Одна пересадка где-то полгода-год затормаживает растение. Это, кстати, учтите. И тот, и другой любят солнышко. У того и у другого чешуевидная такая хвоя, только у Ивонны золотисто-желтая, и зимой практически не меняет у Ивонны окраску хвоя. А у Пельц Блю такого голубоватого, чуть-чуть сизого, но в основном голубой у него оттенок. Это, кстати, один из самых голубых кипарисовиков. Оба этих кипарисовика, да, и все растения кальцифобы, то есть они в слабокислых почвах хорошо растут, а в щелочных будут у вас проблемы. Требуется замена почвы. Сильно плодородные черноземы им совершенно нельзя. Хвойным опадом яму замульчируйте в середине при посадке, и это будет очень правильно. И у того, и у другого кипарисовика, у Ивонны и Пельц Блю, одни требования к климату. 6-я климатическая зона. Но вы знаете, если на одну зону вверх или вниз двигать, допустим, вы живете в 7-й или в 5-й, значит, эти растения смогут у вас расти, только они потребуют достаточно более тщательного ухода. Если у вас более прохладно, вам придется его укрывать на зиму, хотя бы первые несколько лет, пока он не привыкнет, не акклиматизируется. А если вы живете в более теплой климатической зоне, в 7-й, то тогда вам придется чаще его поливать, дождевать, в общем, приспосабливать под свою климатическую зону. Пельц Блю и Ивонны мы посмотрели, сравнили, а сейчас идемте посмотрим Алюми Голд и Элюми. Это кипарисовики, с которых, в принципе, начался мой сад. Первым я посадила кипарисовики Элюми возле входа в дом. Вот тут вот с двух сторон от крылечка. Цвет хвои у этого кипарисовика сизо-голубой. Видите, веточки расположены тоже от самого низа, растут веерами. Вот эти элюми я буквально месяц назад подстригла. Вообще у него форма каплевидная, большая-большая капля. Но они у меня выпадали и на дорожку, и уже на ступеньки. И пришлось, как бы не хотелось, Вадим Петрович против был. Очень уж красивые они были, эти веера. Но пришлось немножко их состричь. Ну, может быть, и к лучшему. Тут у нас они козырьком от веранды прикрыты. И снег на них не сильно падает, и они не связаны. Именно вот эти два больших и не связаны. Когда пристригаешь, они не так разваливаются. Смотрите, у них аналогично Ивонны расположены ветви. Идет от центрального ствола веерообразная ветка. Верхушка немножко свисает, как и у Ивонны, но пока более не одревесневеет веточка. Хвоя очень мягкая и такая плоская, с голубоватым блеском. Это кипарисовик Алюми. Вырастают они, конечно, тоже большие, но сила роста, в отличие от Ивонны, тоже в 2 раза слабее. Эти кипарисовики посажены вообще одними из самых первых, раньше даже, чем Ивонны. И их высота сейчас всего 2 метра. А Ивонны уже высоту 3,20, по-моему, я мерила, побили в скорости. Так что учтите, Элюми и Элюми Голд кипарисовики растут медленнее. А теперь по форме. Вы видите, какая у них каплеобразная, широкая форма. И центральный ствол, я там буду показывать, обратите внимание, ровно в 2 раза тоньше, наверное, как у Ивонны. Потоньше ствол. И вот эти веера, веточки, тоже тоньше. Вообще у него структура много вееров, из-за этого создается пышнота. Любят
так же, как и все кипарисовики, и дождевание, и полив. Но тут надо, конечно же, знать меру, не перелить. Свои кипарисовики я не укрывала на зиму, но я просто тогда и не знала, что их надо укрывать. И они у меня прекрасно все пережили. Вот эти два красавчика, статных, красивых. И надо сказать, что они мне очень понравились. И я пошла покупать себе салатовые. Почитала, что есть салатовый кипарисовик. И купила. Элюми Голд не было, мне предложили купить Ивонны. Они очень похожи. А оказалось, очень разные. Вот это кипарисовик Элюми Голд. Или Алюми Голд его еще называют. Вы видите по цвету? Очень похож на кипарисовик Ивонны. Салатово-золотисто-лимонный. Зимой окрас не меняет. Но самое главное отличие. У него широкая капля. Низ намного шире, а верхушка уже. У Ивонны структура другая. Капля, но вытянутая, высокая и более толстый центральный ствол. Ну и, конечно же, у них большие отличия по цвету. Издали вроде бы одинаковый, а дальше я вам покажу прямо близко две веточки красивой Элюми Голд. Видите, веера идут аналогично Элюми от самого низа, но центральный ствол, опять же, тоньше. Это я Ивонны купила, они стали наращивать. Я смотрю, что такое, какие-то они другие, они совершенно не похожи на те, что у меня возле крылечка растут. И, честно говоря, сразу немного расстроилась. Ну, а потом красота получилась. И я просто поехала и докупила Элюми Голд. Уже попросила, что мне не надо Ивонны, мне надо именно Элюми Голд. И они у меня вот тут посажены вдоль дома. Видите, тоже чешуйчатая у него такая хвоя. В середине, если мы смотрим, немножко сизая. А наружные все хвоинки такого салатово-золотистого цвета. Очень похожи, правда же, на Ивонны? И в то же время очень разные. Красивые летом. Хвоя такая больше лимонная, мне кажется, чем у Ивонны. Но это не кажется, оно так и есть. Больше лимонная. А вот одна веточка, как я вам и обещала. Сейчас мы сравним эту веточку, которая черенкуется и продается в питомнике, в горшочке уже. Это Элюми Голд. И сейчас увидим кипарисовик Ивонны. Не отличишь. Это кто? Это Ивонны. Я смотрю только по месту произрастания. А это Элюми Голд. Видите, более желтоватая у него окраска. Но летом он смотрится ярче и красивее. А Ивонны более салатовый становится. Сила роста у Элюми и у Элюми Голд меньше, до 25-30 сантиметров. Ну а вот я купила еще два, там в другом месте посадила вдоль дома. Это Элюми. Захотелось мне, тут у меня такое получилось пустое место. Убрала я отсюда пион и решила вдоль дома досажу еще два Элюми. Вот такие малюсенькие они. Будем как раз и наблюдать, как быстро они станут такими пушистыми шариками. Думаю, разница и похожести вы определили. Элюми и Элюми Голд – это из одной серии, одна форма, разные по цвету. А кипарисовик Ивонны больше похож на пельц блю. Единственное, пельц блю, повторюсь, медленнее нарастает. Так что, если вы хотите большую, красивую зеленую изгородь, покупайте себе Ивонны. Из Элюми Голд тоже получится изгородь, но расстояние между растениями надо брать больше. И они такие шире во все стороны. А Ивонны шире к низу, а кверху узенький идет. Ну, это если не заморачиваться, не застригать. Форму Ивонны можно сделать и узенькую, то есть укорачивать ветви с самого начала роста.
Ну, я так не делаю, они у меня такие широкие. Повторюсь, обязательно посадите между ивоны, ну и между других, наверное, кипарисовиков будет, я не знаю, но высокие лилии очень красиво, на контрасте играют. Это как одна идея для сада. Сейчас, кстати, ивоны, а и вот пирамидалисы, вы спрашивали, меняют ли цвет пирамидалисы. Смотрите, какие они такого кирпично-золотистого цвета. А в середине хвоя у них салатовая-салатовая. Сейчас покажу вам. Видно? Ну, даже в такой пасмурный день, смотрите, кипарисовики свою привлекательность не потеряли абсолютно. Моя отдельная любовь кипарисовики. Планирую еще сделать видео голубые хвойные в саду. Всякие разные. Посмотрим. Сейчас время как раз для хвойных растений. Цветы мы уже с вами высадили. Все сделали, поукрывали. И будем рассматривать хвойные. Всего хорошего. Думаю, мое видео вам станет полезным, понравится. И вы теперь уже в питомнике не перепутайте. Вы-то не перепутайте. Главное вам, чтобы менеджер не перепутал горшки с вашими растениями. Всего хорошего.